I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake, as I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. The scarlet bloom flowers once more. You will witness true horror. Now, rot. Убивая каждый раз нового босса, ты становишься чуточку сильнее. Превозмогая новые преграды, ты снова и снова побеждаешь, и в этих победах ты испытываешь неподдельную радость. Но что если в какой-то момент твоих знаний и твоего огромного опыта платин, боссов, мобов, боев становится недостаточно? Что если виноваты не билды, оружие, характеристики, а ты сам? Именно это произошло со мной на молении. Именно она стала тем самым камнем преткновения, который поделил людей на два лагеря. Кто-то убил ее с первого раза, кто-то со второго, кто-то никогда, кто-то всегда, кто-то стоя на голове, а кто-то с закрытыми глазами. А я никак. Не переживайте, дорогие мои, этот рассказ закончится на хорошей ноте. Убиты все боссы в Elden Ring. Где-то сама, где-то со слезой. И я бы не сказала, что кто-то, кроме Мога, доставлял каких-либо проблем. И тут, наконец-то, я столкнулась с чем-то диким. 4 дня и только пару попыток привели меня на вторую фазу. Все остальное время, пока я заучивала ее тайминги, мне удавалось только пару раз хотя бы приблизиться к концу первой фазы, и я уже молчу о второй вообще. И я ее просто не понимаю. И дело не в том, какой у вас сет или оружие. Я ее просто не понимаю. Либо я забуду про прыжок или уклон, либо во время ульты я не успею уклониться, и можно сколько угодно говорить про идеальное оружие, но если твои руки растут из жопы, то тебе не поможет даже Господь Бог. Наверное, этот ролик сделан как исповедь человека, а может я хочу лишь сказать, что насколько бы ты не считал себя крутым, сильным и смелым, даже после Секира, то рано или поздно придет новые, более сильные противники. И хочу заметить, пока что дополнение к Elden Ring не вышло. А это, кстати, важно, учитывая, что боссы в дополнении всегда сложнее обычных. Да, Моления не важна как основной босс, но не сходить на нее грех. Я запорола все квесты, которые только могла, и маски хирурга у меня нет по причине того, что Мога я убила раньше, чем она выпала. А эти чудики после Мога уже не появляются. Талисманы привязаны к квесту Мелисенты, еще пару квестов, которые уже тоже недоступны. Помимо Моления, огорчение пришло и на самой концовке. Я хотела открыть Элден с концовки помоечника и принципиально начать с самой мерзкой, дойти до самой красивой. И это не Рени, а просто продолжение Древа Эрт. Хочу золотой порядок, но из-за того, что я сходила в катакомбы и дала пальцем полапать себя за 5-ю точку, все остальные концовки аннигилировались, потому что именно после 3 пальцев ты уже не можешь откатать действие, если не выполнить квест. А я не могу, так как у меня все убиты или сгнили. А это было для меня так важно. Но не всегда все идет, как вы задумали, и я поняла, для чего вообще вся эта паста. Для тех, кто так же, как и я, застрял на каком-то боссе и паник. Для тех, кто потерял веру проходить дальше, будь то Секира или Элден или Дарки, или любые другие игры, которые заставили вас попотеть. Я не считаю чем-то постыдным говорить о своих провалах, ведь они тоже многому могут меня научить. И в моем случае я буду реабилитироваться на следующем НГ, когда уже соберу маску и талисманы, потому что свой билд я хочу заточить под кровоток. И это будет не так сложно сделать, ведь сейчас у меня сильно, очень сильно вкачано здоровье, сила и стойкость, и теперь я просто все вкачаю в ловкость и в колдунство. И все. О своих поражениях надо говорить так же, как и о победах.
победах, учитывая, что победа после поражения станет куда слаще, чем если бы я вообще не застряла на этом внимание. Кому-то этот ролик послужит моральной поддержкой, кому-то просто станет легче, что не все такие идеальные воины, как может преподнести нам YouTube. И да, это так и есть. Я сама загнала себя в рамку какого-то хардкора убийства в соло, хотя игра дала бы тебе возможность проходить любых боссов, как ты хочешь. Но мы сами взрастили этот хардкор, и так как я сама отношу себя к тем, кто проходит боссов в соло на первом прохождении, то мое сердце разрывалось от боли, когда я все-таки согласилась на онлайн. И что вы думаете? 2 часа вызова кого угодно, и только спустя 2 часа этот вопрос хоть как-то решился. В общем, моя история с молением не задалась от слова совсем. Первый раз. Я просто не могу это так оставить, потому что именно загнанность в рамки позволяла мне все это время прокачивать свою внимательность и скорость. И если я оставлю все вот так, то я ничему не научусь. Я не просто проиграла, я унижена, опозорена, выкинута из мною уже построенного мира соло прохождений, и вы даже не представляете, как это сильно давит по самооценке. Поэтому, дорогие мои, я возьму все свои силы, которые только у меня есть, и забью эту суку насмерть.